Наступил сезон хурмы, который продлится всю зиму. Хурма – это дерево, которое может произрастать до 15 метров в высоту. Оно дает съедобные плоды, которые имеют тоже название. Плоды – это большая сладкая мясистая ягода оранжевого цвета, размером со среднее яблоко, обладающая приятным вкусом и стойким сладковатым ароматом. Хурма созревает в конце осени и может оставаться на деревьях до зимы. Холод и морозы только улучшат ее вкус и пользу. Название плода хурма имеет греческое происхождение. Оно буквально переводится как «божественный огонь» или же «пища богов». Эта ягода содержит много витаминов и минералов, поэтому во всем мире ее ценят вкус, аромат и питательность. В настоящее время существует около 500 видов хурмы. Хурма имеет терпкий вкус, что означает, что в ней очень много растительных химических веществ, называемых танинами, придающими незрелым фруктам сухой горький вкус. Ее лучше есть созревшей или перезрелой. Если вы купили недостаточно спелую и терпкую хурму, отправьте ягоду в морозилку на сутки. Хурма станет более мягкой, сладкой, а ее терпкость исчезнет. Это универсальный фрукт, в который можно добавлять разные блюда или можно есть просто так, как свежий фрукт. В 100 граммах хурмы всего 53 килокалории, а жира нет совсем, поэтому она относится к диетическим продуктам. Съели всего 2 плода и чувство голода как не бывало, в отличие, например, от яблок, которые наоборот вызывают аппетит. Поэтому хурмой вполне можно иногда заменять ужин. Это и вкусная, и полезная диета. Хурма – это не просто обыкновенный фрукт, она обладает невероятными целебными свойствами. Хурма содержит витамины А, С, группы В, даже больше, чем у цитрусовых. Растительная клетчатка, ее больше, чем в яблоках. Медь, йод, магний, натрий, бета-каротин, железо, калий, фосфор, кальций, органические кислоты, танины, катехины. Так чем же полезен этот удивительный плод? Какие болезни лечит хурма? Плоды этого растения прекрасно помогают при расстройствах желудочно-кишечного тракта и пищевых отравлениях. Кроме этого, хурма обладает заживляющими свойствами, поэтому ее советуют тем, кто страдает гастритом или язвой. Чтобы справиться с диареей, нужно 6 плодов порезать на кусочки и залить 3 стаканами горячей воды. Настоять 30 минут, накрыв крышкой. Употреблять холодный настой по 1 стакану через 2 часа. И наоборот, если съесть данный фрукт в сочетании с водой или молоком, то можно вызвать учащение стула. Ягоды часто используют как лекарственное средство при простуде и кашле. Можно сделать раствор из сока одной спелой хурмы, разведенного в 100 мл теплой воды, и дважды в день полоскать горло. Если ежедневно съедать 1 или 2 спелых плода этого растения, то можно нормализовать артериальное давление, укрепить сосуды и избавиться от холестериновых бляшек. Регулярное употребление этого фрукта является прекрасной профилактикой инфаркта и ишемической болезни сердца. Хурма богата железом, поэтому очень полезна для профилактики и лечения анемии. Если организм испытывает дефицит железа, пейте сок хурмы по 50-100 мл 2 раза в день перед едой. При заболеваниях почек рекомендуется употребление хурмы, потому что она является мочегонным средством и способна вывести соли из организма. Витамин А, также содержащийся в хурме, важен для здоровья глаз. Плоды хурмы помогают сохранить зрение и даже предотвратить некоторые заболевания глаз. Хурма богата йодом. Именно поэтому ее употребление обеспечивает нормальную работу щитовидной железы. Полезен не только сам плод, но и его черешки. Например, настой из них помогает от недержания мочи. 1 столовую ложку черешков заливают 1 стаканом горячей воды, варят около 10 минут. Сейчас настаивают под крышкой. Пьют такой отвар 2 раза в день по 3 стакана. Следует также отметить, что плоды этого растения являются отличным антидепрессантом и помогают расслабиться, снять усталость, справиться со стрессом и успокоить нервную систему. Листья хурмы достаточно богаты витамином С, дубильными веществами и клетчаткой, а также являются обычным ингредиентом лечебных чаев. Благодаря обилию каротина, хурма, как и все оранжевые плоды, помогает поддерживать хорошее состояние кожи. Смешайте растертую хурму со сливками или взбитым желтком, нанесите на кожу. Эффект от этого натурального средства будет лучше, чем от привычной нам косметики. Несмотря на столь богатый список полезных свойств, хурма все же имеет и противопоказания. Хурма противопоказана при заболеваниях поджелудочной железы, сахарном диабете. Плод не рекомендуется употреблять людям, страдающим геморроем, патологиями кишечника и желудка, а также болезнями почек или мочевого пузыря в стадии обострения. Также противопоказаны эти плоды беременным и детям в возрасте до 3 лет. А чрезмерное употребление хурмы может привести к острой кишечной непроходимости. А для тех, у кого нет противопоказаний, хурма остается полезным продуктом, помогающим наладить и поддержать свое здоровье. На этом у меня все. Спасибо за просмотр. Будьте здоровы. Всем хорошего самочувствия. Друзья, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и пишите свои комментарии.